Приветствую вас, любители двухколесных. Ни для кого не секрет, что все новые технологии обкатываются сначала на треке, а уже потом они в том или ином варианте попадают на конвейер. Однако иногда производители выпускают настоящие эксклюзивные прототипы гоночных мотоциклов для простых граждан. В сегодняшнем выпуске вы увидите топ-7 таких супербайков, которые родились из мира гонок. Открывает выпуск Honda NS400R. Этот двухтактный спортбайк стал копией гоночного Honda NS500, на котором в 1983 году 21-летний Фредди Спенсер стал самым молодым чемпионом мира. Мотоцикл оснащается трехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением необычной конфигурации V3. Он имеет объем 378 кубических сантиметров. Два передних цилиндра расположены горизонтально, а третий цилиндр расположен вертикально. Максимальная мощность V-образной тройки составляет 72 лошадиные силы при 9500 оборотов в минуту и 50 ньютон-метров крутящего момента при 8500. У 500-кубового оригинала для сравнения 123 лошадиные силы и 78 ньютон-метров крутящего момента. Точных данных о разгоне от 0 до сотни нет, однако при снаряженной массе в 183 килограмма 1/4 мили спортбайк проезжал за 13 секунд, развивая при этом скорость в 164 км в час. Максимальная же скорость составляет 202 км в час. В 1984 году Yamaha выпустила модель RD500LC, она же RZ500, а в Японии этот мотоцикл продавался под названием RZV500R. Спортбайк является дорожным вариантом 500-кубового гоночного прототипа Yamaha YZR500, на котором легендарный Кенни Робертс гонялся в чемпионате мира по мотогонкам в самом престижном классе. Двигатель модели имеет 4 цилиндра жидкостного охлаждения, расположенных V-образно с развалом в 50 градусов. Он выдавал 88 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 67 ньютон-метров крутящего момента на 8500. Японская версия RZV500R была задушена до 64 лошадиных сил в соответствии с японским законодательством. В сухом состоянии RD500 весил 173 килограмма, плюс сюда громадный 22-литровый бак. Максимальная скорость составляла 240 км в час. Suzuki RG500 Gamma – это реплика гоночного мотоцикла Барри Шина, который побеждал в мировых чемпионатах. И именно оттуда пришел этот удивительный четырехцилиндровый квадратный двигатель. Силовая установка выдавала сумасшедшие по тем временам 95 лошадиных сил и 72 ньютон-метра крутящего момента. Сухая масса мотоцикла была всего 156 килограмм. Бак также вмещал 22 литра. Максимальная скорость 240 км в час. Дорожный вариант RG500 Gamma производился только 3 года, с 85 по 87 год. Всего было выпущено 9284 подобных байка. И несмотря на то, что к середине 80-х в широкой продаже уже давно были привычные сегодня четырехцилиндровые четырехтактные мотоциклы, настоящими спортсменами считались именно двухтактники, как у чемпионов. Ведь мощность этой реплики всего на 8 лошадиных сил была меньше, чем у гоночного болида Барри Шина. Сегодня можно купить настоящий гоночный болид, что называется, из коробки от Honda, модель NSF 250R HRC класса Moto 3.
Продается этот байк только в Японии по цене в 1,5 миллиона йен. Это 10 200 долларов или 925 тысяч рублей. Он оснащается специально разработанным для гонок одноцилиндровым четырехтактным двигателем объемом 249 кубиков, который выдает 48 лошадиных сил на 13 тысячах оборотов в минуту и 28 ньютон-метров крутящего момента на 10,5 тысячах. При том, что снаряженная масса малыша всего 84 килограмма, а максимальная скорость около 250 км в час. Бак вмещает 11 литров топлива. Далее идет супербайк KTM RC8C, который является прототипом Moto 2. Это специально разработанная бескомпромиссная гоночная машина для тех, кто любит треки. Благодаря высококачественным компонентам эта машина действительно готова к гонкам прямо с коробки. Спортбайк оснащается рядной 889-кубовой двойкой, которая выдает 135 лошадиных сил и 98 ньютон-метров крутящего момента. При этом сухая масса мотоцикла 142 килограмма, а 16-литровый бак, встроенный в заднюю раму и обтекатель, обеспечивает идеальное распределение веса. Средний расход топлива заявлен производителем в 10,5 литров на 100 километров. Мотоцикл был выпущен в 2021 году количеством 100 единиц, однако в 2023 было выпущено еще 200 экземпляров по цене в 45 тысяч евро. Ducati Desmosedici RR. Этот мотоцикл был выпущен в период с 2007 по 2008 год, ограниченной партией в 1500 штук, и является копией гоночного байка MotoGP, на котором Лорис Капироси и Сетежа Бернау соревновались в чемпионате мира 2006 года. Его V-образная, если быть точнее L-образная четверка объемом 989 кубических сантиметров выдавала сумасшедшие для тех лет 200 лошадиных сил, почти на 14 тысячах оборотов в минуту, и 116 ньютон-метров крутящего момента на 10,5 тысячах. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды, максимальная скорость 302 км в час. Масса указана в сухом состоянии 171 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Этот мотоцикл раскупили по цене в 72,5 тысячи долларов. В 2016 году по цене в 21 миллион 900 тысяч йен, это было по тем временам 184 тысячи долларов, была представлена модель Honda RC213VS. Этот супербайк основан на гоночном байке RC213V, на котором гонял сам Марк Маркес. Honda заявляет, что этот прототип ближе к мотоциклам MotoGP, чем любая другая дорожная модель, когда-либо предлагаемая широкой публике, так как 80% деталей совпадает с гоночным байком. По словам японцев, дорожный вариант не получил разве что пневматического привода клапанов и суперсекретной хондовской коробки передач. RC213VS собран в эксклюзивной мастерской на заводе Кумамото и оснащен компактной 90-градусной 999-кубовой V-образной четверкой. Если двигатель чемпионского аппарата развивает около 250 лошадиных сил, то стандартный мотор RC213VS выдает всего 159 лошадиных сил при 11 тысячах оборотов в минуту.
Однако всего за 12 тысяч долларов японцы предлагали спорткит, в который входит также облегченная прямоточная выпускная система и передний обтекатель без фар. Он позволяет поднять мощность до 215 лошадиных сил при 13 тысячах оборотов в минуту. Крутящий момент составляет 118 ньютон-метров при 10,5 тысячах. В таком варианте мотоцикл имеет сухую массу 160 кг. Это всего на 2 кг больше массы реального гоночного RCV. Несмотря на космическую цену, 250 собранных прототипов были очень быстро распроданы.